Здесь находится редакция журнала «Костер». Это я только что оттуда вышел. Второй раз уж не буду заходить, смущайте Харлампиева Николая Борисовича. Он мне дал номера для череповчан, для череповецких детей, которые участвуют в нашей программе. Я живу в Череповце. Мы выступаем перед школьниками в детских садах, учреждениях с программой. Я читаю свои стихи, Вадим Алифантов поет песни на мои стихи. И дети, которые сами стихи сочиняют, или дома готовят, или экспромтом, получают бесплатно журнал «Костер». Так вот, журнал «Костер» более 85 лет его основал еще Маршак. И если вы спросите у своих бабушек, дедушек, знают ли они такой журнал, то они, скорее всего, вам ответят положительно. Значит, журнал «Костер» имеется в библиотеках Череповца, и в школьных даже я передавал, и в любой библиотеке. Продается кое-где, потом расскажу, где продается. Я там печатаюсь, 3 раза публиковался. Мои ученики публиковались в журнале. А сам я веду школу журналистики и поэзии. Записывайтесь на занятия, вы будете печататься в журнале «Костер», в журнале «Северная окраина» и в других литературных изданиях, которых не так осталось много, и в которых, в общем-то, сложно попасть без человека, без педагога, который поможет это сделать. Кроме того, вы можете, если вы не ребенок или ваш сын не пишет стихи, выступить в пабе «Дублин», это бесплатно, подать заявку на рок-фестиваль «Прыжок выше головы» в Первом Металлисте. Я организатор, 25 августа следующий прыжок, и 2 декабря мы будем праздновать уже 25 лет, 29 лет этому всероссийскому фестивалю. Вы можете опубликоваться в журнале «Северная окраина», это единственный литературный журнал, приобрести этот журнал, если кому это интересно. То есть, в общем-то, я помогаю творческим людям всем. Какие-то у нас, что-то у нас проходит бесплатно, что-то за небольшие деньги. Я руководитель Череповецкого литературного объединения. Это единственная организация, единственная литературная, да, официально зарегистрированная общественная литературная организация. Праздновать мы будем 100 лет ЛИТО. Это 100 лет со дня возникновения первой общественной литературной организации в городе Череповец. До новых встреч, обращайтесь по любому поводу. Меня зовут Игорь Апанаев, я нахожусь в Санкт-Петербурге, но скоро приеду в город Череповец и отвечу на все ваши сообщения. До встречи.